Всем привет! Сегодня поступил на ремонт вот такой вот аппарат. Это партнер 350. В народе его еще называют убийца суставов. Почему убийца? Потому что, как вы можете заметить, он у нас нигде не имеет никаких резиновых демпферов, никаких пружин для амортизации. То есть здесь у нас двигатель напрямую прикреплен к раме, к ручке, то есть и вы как бы когда работаете, ощущаете всю эту мощь, всю эту вибрацию. В общем, сами понимаете, какой комфорт работы. В общем-то, причина попадания на ремонт. Владелец просто хотел поменять фильтр, ну и там шланги некоторые, потому что отвалился шланг и фильтр выпал. В общем, я покажу вам, как смогу. Вот такая вот замечательная резиночка уже изношенная, непонятно из чего вырезанная. Ладно, это в сторону. Ну и собственно вот он, бак. Вот этот вот шланг, который остался, кусок. Он уже больше похож на пластик. В общем-то, человек пришел просто поменять фильтр. Но предварительно посмотрев на эту пилу, я понимаю, что просто заменой фильтра здесь не обойтись. Так, что я вам хотел показать. Я увидел, что менялась веревка, потому что веревка здесь стоит другая. А значит, часто дергали. То есть пила плохо заводилась. Плохо заводится, соответственно, нужно смотреть сальники. Да и так, в принципе, видно, она грязная. Сейчас вам разберу, покажу, в каком она состоянии. Но я так предварительно понимаю, что пила на минуточку 6-го года. Это у нас американец, собрана в Америке. Ну и как бы за 18 лет, я думаю, сальнички там уже, какие бы они ни были, все-таки задубели. Так, сейчас быстренько это. Да, видно, винты крутились не один раз. Соответственно, меняли веревку, там, может, пружину. В общем-то, лазили, значит, пила плохо заводилась, если лазили сюда. Сейчас мы посмотрим. В общем-то, эти партнеры это нормальные еще партнеры. Вот этой вот старой сборки 2000-х. Там 5-й, 6-й, 4-й. Как бы надежные аппараты. Это не новые партнеры, которые уже такой надежностью не обладают. Просто люди, конечно, не следят за ними. Льют все, что попало. Так, давайте снимем. Ну да, собственно. Все в грязи, все в масле, все мокрое. Как я говорил, менялась веревка, тут что-то накручено. Ну да, здесь даже видно мокрый картер. Все забрызгано, катушка зажигания вся забрызганная. То есть здесь даже не нужно надувать пилу, чтобы понять, что никакой герметичности здесь нет. Вот заметил интересную вещь. Made in USA. Сделано в США. Вот такой вот американчик. Так, это в сторону. Еще нужно бы посмотреть состояние поршневой. Сейчас откручу глушитель, и мы с вами посмотрим, в каком она состоянии спустя столько-то времени. Так, головка на 8. Я думаю, что владелец все-таки откажется от ремонта, потому что, как я понимаю, вкладываться он в нее не хочет, потому что по предварительным таким наблюдениям здесь нужно менять сальники, подшипники.
уплотняющие все прокладки. И, возможно, цилиндр с поршнем. Сейчас посмотрим. Я думаю, мы в этом убедимся. Вот, собственно, цилиндр. Тоже весь в масле. Вот такой вот поршенек. Кстати, довольно-таки живой. Как я полагаю, оригинал. Однокольцовый. Незначительные задиры есть. Так, колечко тоже у нас слегка задрато. Видно полосы. Ну и по звуку, я думаю, вы сможете определить, какой у нас люфт на коленвале. То есть поршень стоит ровно. А коленвал у нас имеет биение. В принципе, на оригинальной поршневой такие задиры не очень-то страшны. Какое-то время она еще поработает, конечно, но, скажем так, начало положено. Да. Так, что у нас по звездочке? Звездочка у нас тоже в пределах выработки под замену. В общем-то, это только поверхностная такая диагностика, но уже столько всего нужно менять. Ладно. Так, сейчас посмотрим, что у нас с карбюратором. Так, раз. Так. У нас даже фильтра воздушного нету. Понятно, от чего задиры. Подсос воздуха, объединенная смесь, перегрев, плюс фильтра нету. Так, что у нас по свече? Кстати, свеча многое может рассказать. Смотрите, такой серый налет, это у нас начинает жрать алюминий. То есть это у нас терся поршень, либо цилиндр. Поэтому это не есть хорошо. Что у нас еще? Карбюраторы на этих пилах у нас должны быть Вальбра. Хотя может быть и Зама. Смотря какая версия. Здесь у нас, я думаю, видно Зама. Так, что у нас тут? Немножко есть биение. Возможно, подшипник игольчатый. Придется заменить, скорее всего, по-любому. Так, по маслонасосу, так сказать, не могу. Пилу нужно заводить, проверять, рабочий он или нет. Ну, в общем, набегает конкретная сумма, чтобы нормально привести эту пилу в порядок, чтобы она работала, как и должна работать, а не просто поменять фильтр, там шланчик кинуть и дергать там 50 раз, чтобы ее просто завести, а потом не сбрасывать газ, работая, потому что она не будет держать холостой на такой поршневой. Вот в таком вот состоянии наш партнерчик. В общем-то, буду теперь озвучивать владельцу все проблемы, нюансы, которые нужно здесь решать, чтобы пила работала отлично. Вот. Если он захочет ее делать, то я выпущу ролик по ее полной сборке, откапиталим ее, заведем, наточим цепь, попилим, покажу, как она работает. Если же видео не выйдет, значит владелец отказался от ремонта. Ну хотя да, в принципе, поршневая китайская $15. Это так, средненькая. Звездочка замена это $4 примерно. Я так посмотрел. Сальники, подшипники $4. Вот, возможно, нужно будет поменять мембраны на карбюраторе. Это еще нужно посмотреть. Они тоже там $4 стоят. В общем, в сумме набегает, в принципе, китайская пила за $60-70.
Ну, еще за работу, естественно. Поэтому это будет китайский партнер. Ну, как бы типа, не знаю. Вот такие вот дела. В общем-то, пишите в комментарии, что вы об этом думаете, об этой пиле. Как вы считаете, стоит ли ее восстанавливать на китайские запчасти? То есть получится у нас китаец в корпусе партнера. Либо же купить просто новую китайскую пилу и особо не париться. Ну, у меня на этом все. Всем пока.